Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на лето 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать, получается, уже остатки лета, июль, август и сентябрь. Ведь астрономическое лето у нас началось 21 июня и закончится 22-23 сентября. Все зависит от того, в какой части нашей планеты вы будете встречать астрономическую осень. Друзья, этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И да, это ваш любимый общий гороскоп, но я буду рассказывать еще информацию для каждой декады отдельно, поэтому информации будет много. Конечно же, буду забегать вперед. Фактически мы с вами спланируем до конца 2026 год, по крайней мере, вам будет понятно настроение для того, чтобы понимать, как же все-таки входить в астрономическую осень. Придется мне забежать в лето 2027 года, на это повлияет как раз-таки длительность этого видео. Будьте терпеливы, но вы тельцы, мне не о чем вам об этом говорить. Ну что, поехали. Декады. Если вы смотрите по Солнцу, то телец первой декады – это все те, кто родился в апреле. Тельцы второй декады по Солнцу, если вы родились с 1 по 10 мая. И если вы родились с 11 по знак зодиака Близнецы, тогда вы телец третьей декады по Солнцу. Если вы смотрите это видео по асценденту, тогда 30 градусов знака Тельца делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. Если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Тельца по асценденту. А если вы смотрите по асценденту и у вас что-то не совпадает с вашими планами сейчас и события более-менее подходят другой декады, значит что-то не так в времени вашего рождения. Может быть, не то время поставили при рождении, часы остановились в родильном отделении, либо сам родовой процесс был очень длительный, поэтому имеет место быть в 95% случаев, так оно и бывает. Поэтому асцендент зависит полностью от времени, нужно делать ректификацию. Вроде бы все такие вещи базовые рассказала. Дорогие, поехали. Надеюсь, вы налили себе что-нибудь вкусненькое, потому что будьте готовы выбирать важную и нужную информацию для себя. И если у вас будут вопросы, оставляйте в комментарии видео свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что, напоминаю, это общий гороскоп. Я и так его делю на декады, но тем не менее у людей разного времени рождения, даже одной даты событий может быть у кого-то больше, у кого-то меньше. И это нормально. Я надеюсь, мы здесь все взрослые люди это понимаем. Ну и что, дорогие, поехали. Из основных событий этого лета у нас сейчас точная оппозиция Юпитера с Плутоном. Юпитер у нас во Льве, Плутон у нас в Водолее. И это максимально невыигрышная комбинация для тельцов первой декады. Это резкие изменения в жизни, это у кого-то разрушения, которые нужно отстоять, потому что здесь Юпитер находится в оппозиции с Плутоном. Да, это аспект большой власти, больших денег. Это моменты, когда нужно проявить свою правоту, то есть здесь не пасовать, не прогибаться, ни в коем случае не тратить там на нервы, на эмоции, быть подкованными юридически, быть способными к трансформации, к изменению и вообще, в принципе, держать такие большие сложные события. Поэтому здесь, дорогие тельцы первой декады, это будет способствовать все-таки к вашим перемещениям, к вашим передвижениям, у кого-то к переезду, у кого-то к эмиграции, у кого-то к началу нового бизнеса, старт нового дела. То есть я ни в коем случае не хочу вам сказать, что аспекты, которые сейчас есть, они для того, чтобы максимально разрушить, нет, для того, чтобы трансформировать вас, изменить и сделать сильнее. Поэтому сейчас такая большая мощная сила у нас, конечно, в это
лето. Но, как говорится, тельцы первой декады, если сейчас в июле вы сможете справиться с таким большим количеством энергии, событий, амбиций, тогда в августе, в принципе, будет все у вас по-другому. Ну, то есть это будет такая взлетная полоса для вас. Тельцы второй декады сейчас именно в этом июле заканчивают буквально последние денечки свое движение ретроградный Меркурий по знаку Рак. Все, что находится в знаке Рак, это гармоничная позиция для тельцов. Меркурий в квадратуре с Сатурном, и есть такой аспект, он кармический, но гармоничный, который влияет на тельцов второй декады. А это история, которая, знаете, так нативненько, внутреннее ощущение, еще когда не наступил апрель 2028 года, когда Сатурн перейдет в знак Тельца, да, сейчас он по Овну идет. И это такое внутреннее состояние, ощущение, что нужно бы мне деньги откладывать, себе нужное, важное, полезное купить, где-то запастись, недвижимость приобрести, то есть закрыть все свои хвосты, которые сейчас тянут максимально энергии, сил, на них идет большая трата ресурсов. И здесь как раз-таки в июле, пока Венера еще идет по второй декады Девы, тоже хорошая история, гармоничная для тельцов второй декады. Решайте вопросы с финансами, урегулируйте задолженность, закрывайте все свои висяки, все, что тянет назад, не дает движению вперед, то есть все такое максимально приземленное. Ну, то есть здесь договаривайтесь. Ретроградный Меркурий, даже он, когда закончит свое ретроградное движение, он будет просто обычный, прямой, директный, как угодно можно назвать, но он будет в квадратуре с Сатурном, а Меркурий это та планета, которая наоборот любит напряжение. Обстоятельства будут заставлять вас договариваться, решать вопросы, задачи, связанные со своей жизнью, с личной жизнью, тем не менее. Поэтому здесь, дорогие тельцы второй декады, решайте все те вопросы в июле, которые заставляют вас тормозить, не двигаться вперед, не идти в развитие, потому что в августе планируется Юпитер, который перейдет как раз-таки во вторую декаду знака Льва, и это будет напряженное история как раз-таки для тельцов второй декады, то есть через сопротивление, через внутреннее недовольство, ворчание, ощущение нереализованного потенциала, из вас будет выходить все то, что давно у вас росло, кипело и не получало никакого должного выхода. Но я не на это вас настраиваю, чтобы там вы ругались, портили свою репутацию, а это будет все доступно. Нет, потому что там Юпитер будет в гармоничном аспекте с Сатурном как раз-таки, а это две социальные планеты, которые как раз-таки коридор затмений у нас на растущем лунном цикле, и будет здесь вот прям зеленый свет тельцам второй декады двигаться вперед. Коридор затмений растущий лунный цикл, это наоборот, когда вы делаете много и у вас прямо-таки хорошо получается, а это продвижение в карьере, в финансах, улучшение вашей социальной вообще жизни, комфорта, качества вашей жизни. Но здесь основное что? Нужно делать по-тельцовски, медленно, но верно, составить себе план, в котором будет ваш темп, ваш ритм, где вам будет хорошо. Поэтому сейчас в июле закрывайте все то, что вас тормозит. Находите связи, контакты нужные, эмоциональные отлично. Те, с кем у вас есть какое-то прошлое, те люди, кто вам когда-то что-то помог, и вы им помогли. То есть не бойтесь. Мы с вами, дорогие, идем во времена на ближайшие 1,5 года, чуть больше. Кармические узлы у нас переходят на ось Водолей-Лев. И здесь, если не общаться, коммуницировать, не находить единомышленников, не находить себе как раз-таки связи, контакты, нетворкинг, то есть вы должны, дорогие тельцы, открыть телефонную книгу и решить все свои вопросы. Понимаете, о чем я говорю? Там чат любой открыть. И точно так же помогаете другим людям для своего же продвижения, для того, чтобы им помочь, потому что сейчас очень будет такой большой, мощный дисбаланс в обществе, в мире. Это тельцы второй декады на июль, тельцы третьей декады. Дорогие, смотрите, последние 3 года ваша жизнь очень резко менялась. У кого-то в плюс, у кого-то
в минус. У кого-то вообще все разрушилось. Уран шел по третьей декаде Тельца, и очень сложно встать там в свою колею, в ту же работу устроиться. И, скажем честно, 26 апреля у нас Уран покинул знак Тельца, но тем не менее жизнь как-то спокойнее не стала, и весь мир стал меняться. Если вы не смотрели мое видео, Уран в Близнецах, то есть у нас до 2032-33 года Уран будет находиться в знаке Близнецы, там 2 года, то есть он будет заходить в Рак, возвращаться обратно в Близнецы, то есть это такая история тоже пограничная. И здесь нужно понимать, что будет меняться вообще весь информационный фон, моменты логистики, продажи. Я думаю, сейчас это все уже прям таки очень сильно важно. Меняться будет энергетика в мире, потому что Плутон в взаимодействии с Юпитером — это напряженный момент. Кто сильнее, тот и победит, у кого власть сильнее, тот и победит. На этой базе энергетика у нас скачет, тоже нестабильная, Уран в гармоничном аспекте, но в квадратурах на кармические узлы, поэтому здесь, конечно же, мы тоже будем терять все связи, контакты, наши ресурсы. Плюсом это, естественно, двигает людей к изменению своего настроения, к эмиграции и тому подобное. Да? То есть здесь главное не уходить в какие-то депрессивные нотки и настроение, быть на своей волне, потому что мы с вами не в 2024 году, да, мир сейчас будет очень сильно с конца июля меняться. 27 июля 2026 года кармические узлы переходят с оси рыбы, девы, когда все было более-менее стабильно, эмоционально, и как-то вот можно было хитренько вот так обойти углы, то сейчас с конца июля у нас кармические узлы перейдут на ось Водолей-Лев. Причем северный узел в Водолее будет, а южный во Льве. О чем это вообще история? Влиять это моментально начнет на тельцов третьей декады. Поэтому, собственно, я для вас рассказываю и первые полгода этого влияния, то есть вторая половина 2026 и зима 2027 года, это будет влияние на тельцов третьей декады. Это напряженная будет позиция для вас, в принципе, дорогие. Поэтому здесь нужно таки понимать, куда же все-таки вы идете, потому что это вопрос ваших кармических задач реализации. Мир будет ускоряться, мир будет меняться, то есть будут меняться по большей части исчезать лидеры мнений, популярные, влиятельные люди, которые сейчас на пике своей какой-то такой популярности, да, которые очень много времени сейчас занимали какие-то определенные должности, позиции, и будут выходить новые люди в свет, то есть будут у нас новые люди, на кого мы будем ориентироваться, новые лидеры мнений в том числе. Мир будет вообще совершенно другой. То есть здесь борьба за власть, естественно, и по большей части, у кого будут связи и контакты нужные, чем больше там друзей, товарищей помочь, тем больше и проще и легче будет свою жизнь держать на плаву. И здесь, конечно, нужно стать таким более дружелюбным, открытым, способным как раз-таки соединять людей, строить новые связи, опять же, да. И для тельцов третьей декады эта история будет очень важная, да, поэтому все те, кто привык к максимальной стабильности, хотя тут Уран 3 года шел по третьей декаде, про какую стабильность можно говорить, да, но тем не менее, если вы все-таки не пришли в какой-то такой новый момент, то в ближайшие полгода вам будет сложно перестроиться на новый такой лад, вам будет сложно понять новый мир, а он будет абсолютно анархичен, я бы это так хотела сказать. Ни в коем случае не запугиваю, мы с вами вообще это все абсолютно переживем, потому что сейчас будет такая немножко сложность с переоценкой всего, но кризисы начнутся у нас с лета 2027, когда как раз-таки Юпитер перейдет в Деву. Если вы, это будет июль 2027 года, и если вы следите за историей, за мировой, то, как правило, это были такие
времена дефицитов. То есть каждые 11,5-12 лет Юпитер у нас идет по знаку Девы. Это всегда, когда нам либо что-то сложно купить, либо сложно договориться, либо как-то все было, и вот оно у нас нет. Но здесь будет такой мировой, я бы сказала, финансовый кризис, здесь нужно это учитывать и быть готовыми к этому. Поэтому если вы смотрели, что у нас мир станет такой позитивный, радостный, счастливый гороскопы, потому что мне очень много людей пишет, говорит: Женя, когда будет гороскоп, мы уже как бы всех посмотрели, хочется ваше мнение узнать. Я не могу сказать, что у нас, ну, то есть этот год, он еще будет такой достаточно позитивный, но я за то, чтобы вот все те амбиции и эмоции, которые будут у нас сейчас в это лето, а это еще очень множество возможностей, и осенью 2026 года у нас тоже будут достаточно сильные возможности, здесь нужно подготовить свою жизнь, это я говорю сейчас тельцам первой, второй и третьей декады, для тех изменений глобальных, которые с нами случатся с 2027, 28 и 29 года. Потому что у нас в 28 году Сатурн переходит в знак Тельца. Вообще тельцам сложно здесь будет по финансам, здесь нужно прям скачок делать. Сложно будет тем, кто скачка делать не будет. То есть это такой большой дефицит. Но тем не менее там еще Сатурн будет у нас в квадратуре с Плутоном. Если отмотать мировую историю, это когда у нас начинались такие глобальные разбирательства, военные различные действия, кризисы, дефициты. Поэтому я на настоящий момент времени говорю, что вот такая ситуация, которая есть в мире, она не должна приводить к каким-то волнениям и переживаниям, паникам и резким движениям. Тем не менее, в этом июле только четкий, холодный расчет, свой план, свое решение задач, своя жизнь, что мы хотим делать. И август– это продолжение того, что мы хотим в своей жизни реализовать, только здесь нужно не уходить в хаос, потому что коридор затмения– это всегда эмоциональный период. Здесь нужно, наоборот, на подъеме энергий двигаться вперед к финансовой стабильности, потому что сейчас Сатурн влияет очень сильно на тельцов второй декады, и будет это влияние до конца 2026 года, не прямым аспектом, но тем не менее. И в коридор затмений влияние через вашего управителя Венеру в оппозиции. Дефициты будут такие создаваться в жизни каждого тельца для того, чтобы наоборот вы двигались вперед, зарабатывали еще больше, не сидели на месте. Сидеть ни в коем случае вам нельзя, потому что вам нужно понимать, ради чего вообще это все. Я вам говорю, ради своей стабильности, того самого, что нужно таки тельцам. И да, в 2027 год это время как раз-таки подготовить почву масштабно для тельцов третьей декады, связанной с Сатурном, со стабильностью, с работой, с деньгами, делать для себя лучшее, основываясь своего плана не на какие-то иллюзорные истории. Июль рассказала, для чего, да, вот это у нас все. Сейчас буду рассказывать про август. Единственное скажу, у нас полнолуние 29 июля, полнолуние у нас в Водолее. Кто будет очень сильно чувствовать? Будут сильно чувствовать тельцы первой декады, потому что там Солнце в соединении с Юпитером, Луна в соединении с Плутоном, это все в оппозиции. И вот все те июльские события, которые трансформируют сейчас так, финалят вашу жизнь, да, вот здесь в конце июля будет какой-то такой большой, мощный, сильный результат для того, чтобы как раз-таки вы собрались, включились, и если вы до этого пасовали, да, потому что у нас до 9 августа Венера идет по знаку Девы. Это вообще история вкладываться только в основательные покупки, в максимально рациональный, то есть здесь не сорить кошельком ни в коем случае, да, не наводить вот эту смуту с финансами. Здесь история как раз-таки максимально рациональной покупки, просчет, здесь история думать наперед, планировать, потому что у нас 9 августа Венера перейдет в знак Весы, но перейдет она. Венера в Весах– это когда хочется красивой картинки, красивой жизни,
хочется как-то вот потратить денег на себя, на красоту, на внешний вид, для себя чего-то. Но опять же, здесь будьте аккуратны. Венера будет, перейдет в весы в оппозиции с Нептуном. А это история, когда захочется куда-то деньги свои вот так вот слить на какой-то проект быстро. Долго их собирали, но вот куда-то вот так ложиться, будьте аккуратны, потому что мы коридор затмений будем заканчивать, и у нас с середины августа Венера уже схлопнется в оппозицию с Сатурном. А это история, когда мы четко начинаем считать свои деньги, свои дефициты. Поэтому здесь будьте аккуратны. И забегаю чуточку вперед. После того, как Венера будет у нас в весах, 11 сентября она переходит в знак Скорпиона. Это всех тельцов сейчас оказывается, потому что у правителя ваше прямое влияние в знак Скорпиона. С 3 октября по 14 ноября у нас период ретроградной Венеры. И она потом разворачивается в ноябре, и до конца 2026 года она идет точно так же по Скорпиону, а эта история всегда какая? Захочется как-то опять свои деньги вложить не туда, куда надо, захочется как-то разбираться. Поэтому здесь будьте аккуратны. И в сентябре она в Скорпион входит в квадратуре с Плутоном. А это всегда, когда мы не то, что немножко нерационально относимся к своим финансам, мы можем прям совершенно остаться без ничего. Одно дело, когда приобретается какое-то вложение большое, такое мощное, интересное, вкладывается там в недвижимость, в ипотеку, да, то есть это в кредитная какая-то такая история, но где у вас есть однозначно там страховая такая история, да, то есть где хорошие страховые случаи прописаны. Это одно. А если вот просто куда-то вот так денежку вложить на широкую ногу, очень аккуратно, поэтому я до конца 2026 года, да что уж там говорить, в январе у нас Венера после знака Скорпиона переходит в знак Стрельца, и казалось бы, все, Венера в Стрельце, классная позиция, можно тратить, но она переходит в Стрельца и становится в оппозицию с Ураном, а это такое очень сильное обнуление денег. Поэтому это относится ко всему мировому пространству. Поэтому здесь, дорогие тельцы, пришло вот так вот время о себе позаботиться. Радужные, веселые гороскопы, где у нас и Юпитер такой позитивный, планета удачи, радости и счастья. Но у нас в этот раз он во Льве, он не очень-то рад. То есть он в оппозиции с Плутоном, потом он будет в соединении с, с южным узлом и в соединении с Марсом. То есть такая разрушающая позиция. Потом он у нас будет с ретроградным Марсом, да, в начале января у нас еще включается на небе ретроградный Марс в Деве, и потом он будет еще во Льве. Поэтому тоже история, которая зимой 2027 года будет на нас, на всех влиять. Но вернемся в июль и август 2026 года. Такой небольшой краткий момент. Будьте аккуратны с своими финансами, понимайте, куда вы их вкладываете, и будьте, опять же, аккуратны со своими отношениями. Потому что все то, что я сейчас сказала про финансы, Венера это еще и про отношения, про любовь, про то, как мы себя чувствуем, про наше внутреннее счастье. Тем не менее, кто бы там ни говорил, что Венера это только про деньги, да нет, дорогие, когда деньги теряют такой очень важный момент в нашей жизни, мы всегда задаем себе вопрос, а вообще в принципе счастливы мы как человек, как личность, да, как партнер, как муж, как жена, как родитель. И это такой момент, который будет большая, мощная переоценка ценностей у всех тельцов. И здесь нужно таки тоже понимать, к чему мы идем. Осень с 3 октября, ретроградная Венера, когда мы можем вернуться ко всем своим прошлым незакрытым вопросикам, когда мы можем сказать, а мы несчастны, мы вообще живем не свою жизнь, и нам вообще хочется другого. Поэтому здесь, дорогие тельцы, на самом-то деле, понимаете, счастливы, несчастливы, но из чего складываются лично ваши персональные моменты счастья? Что у вас должно быть такого? И начинайте это озвучивать уже сейчас, потому что очень хороший момент четко по делу поговорить в июле по поводу ваших отношений с вашей второй половинкой, особенно если у вас скандалы.
а они вполне себе есть, потому что Венера сейчас в июле находится в квадратуре с Марсом, когда хочется уйти в закат, хочется выйти из отношений, хочется сказать: я устал, я ухожу, мне все это надоело, мне не хочется больше ничего вот этого решать, я вообще, пожалуй, поживу один-одна. Ну, понятное дело, оно, если у вас есть обстоятельства, да, если у вас есть обязанности, ответственность, совместные дети, и вообще, в принципе, очень много лет вашей жизни у вас были классные отношения, но что-то пошло не так, и это нормально, это бывает. К сожалению, во всех многих семьях сейчас происходит такой дисбаланс в отношениях. Здесь будьте аккуратны, не рушьте то, что за деньги не купишь, да, еще хочу сказать, особенно если вы в паре как единомышленники, как партнеры, как бизнес-партнеры, потому что многие сейчас пары строят бизнес вместе, и это тоже хорошо, потому что не все могут найти себе честного, понимающего партнера, а когда у вас есть совместные ценности, ради чего идти вперед, здесь тоже придерживайтесь своего мнения, потому что кризисы, они, конечно же, есть, и они всегда будут мировые, и пусть это не влияет на лично ваши отношения. Хоть и сделать это будет на самом-то деле сложно. Разговаривайте сейчас в июле, в августе, принесите в свои отношения романтику, привнесите туда любовь, добавьте себе такую нотку счастья, потому что Венера в весах хочет праздник, хочет любви, хочет романтики. И мужчинам и женщинам нужно вот это времяпрепровождение вместе. Поэтому да, будьте максимально честными, потому что там Венера у нас начинает август в оппозиции с Нептуном, а потом все-таки во второй половине в оппозиции с Сатурном, когда мы так приземляемся и честно говорим: но все-таки нам есть плюсы в наших отношениях, и это нормально. Главное, нужно запомнить, социальные сети убедили нас в том, что где-то там, на свободе, кто-то говорит, за забором, в других отношениях, что у нас есть безумное количество и вариативность выбора, но это иллюзия. Точно так же и в работе. Кто-то думает, что сейчас я уйду с работы, с которой, в принципе, у меня там 8 из 10, все хорошо, но вот что-то меня прям начало раздражать, уйду и что-то лучшее себе найду. Если не готовы расти, будет сложно что-то найти. Тем не менее, июль и август – это времена, когда, да и сентябрь, и до конца 2026 года хочу сказать, что здесь вообще должно быть четкое планирование. Никаких выборов, действий под давлением эмоций, иначе сложно будет потом себя просто восстанавливать. Поэтому, дорогие, в июле у каждой декады свои задачи рассказала. Сейчас начну про август. И да, конечно же, все наши события август будут сходиться к коридору затмения. Да, он кармичный. Коридор затмений всегда кармичный, там задействованы кармические узлы. Это однозначно факт. Он всегда эмоциональный, поэтому его всегда накручивают своим вниманием каким-то. Да, он в этот раз будет максимально позитивным, хочу сказать, потому что он начнется 12 августа. И к этому периоду, конечно, я бы посоветовала всем тельцам закрыть свои вопросики сложные, которые вы пытались не решать, закрыть недоговоренности, хотя здесь у тельцов первой декады будет прям как раз встанут вот так в очередь все нерешенные у вас вопросы. Плутон будет в точной оппозиции с Меркурием, который во Льве. Здесь захочется выйти, стать оратором, начать так активно все решать. И делайте так. Просто будьте аккуратны, не портите свою репутацию. Вообще очень большое такое здесь будет сопротивление вашим действиям, но опять же нужно договариваться, особенно там, если вам будут говорить, что это не решить, здесь не получится. Я все-таки советовала бы решать все те вопросы, которые накопились, не пасовать перед трудностями, идти вперед, очень активно делать очень много делать и договариваться. Марс у нас переходит 12 августа в знак Рака. И здесь, конечно же, если у вас есть ради чего, ради семьи, ради своих близких вот так включиться, то здесь у вас будут такие эмоции, прям вообще получится много чего решить. Главное
сквернословить, наверное, не портить свою репутацию, не выходить в закат и говорить, не включать вот эту свою нотку эгоизма, потому что там у нас и Меркурий в соединении с Юпитером, с Солнцем, с Луной, это все в соединении находится во Льве, когда гордыня такая максимально яркая, максимально интересная. И это еще дает такой гармоничный аспект к Венере, поэтому здесь будьте, пожалуйста, аккуратны, я бы так сказала, на грани, что ли, четко умейте остановиться и в финансах, и в отношениях не натворить то, о чем будете сожалеть, но нужно включаться, решать максимально множество вопросов в этот коридор затмений. Здесь еще и Венера в гармоничном аспекте с Ураном. То есть максимально включайтесь в свою жизнь, новые проекты, новые дела, новая работа, даже так. Вопросы, связанные с переездом, могут немножечко затормозить. Решайте, договаривайтесь, включайтесь, будьте яркими, но смотрите по справедливости. Улучшение качества вашей жизни здесь, это должно быть вашим таким большим стимулом к развитию жизни вперед, для того, чтобы что-то в вашей жизни начало как раз-таки улучшаться. И да, на таких же эмоциях и нотках закончится коридор затмений 28 августа. И хочу сказать, что здесь у как раз-таки тельцов первой декады будут такие очень хорошие новости, хоть и неожиданные, но есть ради чего решать все эти трудности, которые как раз-таки сложились на настоящий период времени. Тельцы второй декады. У вас в июле, если вы закрыли все свои финансовые вопросики, то тогда в августе здесь улучшение качества вашей жизни, потому что все те гармоничные планеты, которые находятся во Льве на начало коридора затмений, будут влиять на вас весь август, то есть еще до коридора затмения вы будете чувствовать момент, что надо включиться, то есть внутреннее чутье, что где-то вас кто-то раздражает, что очень много нереализованных амбиций, не сделанного из того, что вы хотели сделать. И здесь, конечно, приземляйтесь, приземляйте свои цели, планы, эмоции, желание, переводите это все в накопление, в финансы, в деньги, работа, новая работа, переезд у тельцов второй декады, очень хорошая история здесь будет, поэтому, конечно же, дорогие, включайтесь в свою жизнь, не тормозите, могу это сказать так, не ждите какого-то другого момента, что-то делать, включайтесь, делайте сейчас, и будет вам хорошо от этого. Не волнуйтесь, что у вас там не получится, все у вас получится. Здесь главное делать очень много. Прямо скажу так, то, что раньше вы как-то оставляли на потом, вот здесь в августе очень хорошая история как раз-таки делать. Ну, а если на август у вас выпадает какой-нибудь отдых, отпуск, тогда отдохните его, не ввязывайтесь ни в какие тяжкие, сложные истории, но тем не менее расширить масштаб своей личности, кругозор за этот август вам просто необходимо. Посмотреть, как живут другие люди, понять, чего же вам не хватало для такого большого, мощного, классного старта, движения вперед в рост. Ну и если, конечно же, в этот август у вас нарисуется какая-нибудь сделка, купли-продажи, это будет очень хорошо, то есть будет говорить о том, что вы прям молодцы, справились. И я все-таки советую не пасовать, но обязательно читать все условия, чтобы они были выгодны вам, быть максимальными тельцами, не уходить в какие-то иллюзорные моменты и договариваться, и понимать, что если что-то сейчас происходит такое странное, непонятное, похожее на сюр, то здесь, конечно же, разрешайте, разговаривайте, уходите от каких-то таких непонятных ситуаций. Август для вас это месяц решать и договариваться. Тельцы третьей декады. Хочу сказать, что этот коридор затмений как раз-таки включает у вас тоже действия. Здесь реализация вашего финансового потенциала, восстановление каких-то потерь, которые были ранее. Здесь движение в свое новое будущее, да, более чем скажу, что хочется, конечно, чтобы это было вот так вот все быстро, запускать что-то такое новое, интересное. Оно, во-первых, будет идти немножко медленно. Я про
то, чтобы вы не ставили себе завышенную планку ожиданий для того, чтобы потом не бросить, если не получилось с первого, со второго или с третьего раза. Я вот о чем. То есть если вы что-то начинаете новое и не получается сразу, как вы хотите, дорогие, это работа в долгу. То есть здесь тоже это нужно иметь в виду. И по большей части такая финансовая развязка, развертка для вас будет уже осенью 2026 и вообще 2027 год. Сатурн будет влиять на третью декаду Тельца, давать вот как раз-таки все те финансы, которые хочется, то есть уже повышение качественно. Но это не говорит о том, что сейчас нужно сидеть, ждать, смотреть по сторонам и удивляться новостной повестке, которая в любой части нашей планеты, она так себе, да, где растут цены, скачут какие-то непонятные вопросы. Здесь, наоборот, на фоне этого нужно не бояться и понимать, что вам нужно становиться как можно сильнее и закрывать все свои подбитые части, финансовые дыры, я бы это так сказала. В отношениях точно так же здесь урегулирование вопросов, не идти на поводу у иллюзий в этом августе. И если вам будут говорить, да, давай мы сейчас быстренько все вложим, и точно получится с первого раза, дорогие, будьте тельцами, тельцы третьей декады. Будьте максимально приземленными, тогда результат будет честный, тогда он вас не будет разочаровывать, чтобы осенью 2026 года у вас не пришло такое на фоне аспекта Юпитера в квадратуре, да, с Солнцем, не пришло такое разочарование, когда вот вы думали, что вот у меня сейчас будет, ох, вот так вот все красиво, ведь планета радости и счастья пришла в знак Льва, а это классное вот такое начало действия. Но для тельцов третьей декады это напряженная позиция. И здесь главное не уйти в свои какие-то иллюзии. Я вот о чем. Здесь быть максимально честными, четкими, понятными. Здесь понимать, что если не получилось, значит не все попробовали, сделали что-то не так. Искать ключик, подбирать ключик к той самой двери и не тратить свои финансы в ноль. У вас не должно оставаться ничего. Я вот о чем. То есть у вас всегда должны быть какие-то накопления, чтобы вторая половина августа для вас не была какой-то очень сложной и тяжелой. Я вот о чем. С точки зрения финансов. Поэтому начинается у нас коридор затмения 12 августа. Это растущий лунный цикл, когда я всегда говорю, включайтесь по максимуму в свою жизнь. И на этом потрясающем астрономическом событии сделайте много. Очень много связей, контакты, договаривайтесь, просто тельцы второй, третьей декады, у каждого своя история, но тем не менее. Не уходите в иллюзию, снимайте лапшу с ушей, не верьте в сказки, но тем не менее смотрите, где для вас лучшее место пожить, но не иллюзорная должна быть история. Куда бы мы ни поехали, мы оставляем, мы берем с собой себя. Это тот человек, который умеет грамотно распорядиться своими ресурсами. Здесь основная главная задача в этом августе – научиться распоряжаться своими ресурсами и желательно бы их приумножить. Август будет непростым, это нужно тоже понимать. Новостная повестка будет очень интересная и не всегда приятная, поэтому здесь просто делаем свою жизнь такой, как вы хотите, и тогда будут классные улучшения на самом-то деле. Новая работа, новые связи, контакты, возможности. Включайте свои качества на максимум. Время заняться собой, своей личностью в августе – это то самое, потому что у нас коридор затмения начинается с новолуния во Льве. Это вспомнить, кто я, но убрать гордыню, убрать такую шапку всезнайки, что я вот прям самый классный. Если я такой классный, то почему тогда моя жизнь не представляет из нее то, что я хочу, чтобы она была, имела и тому подобное. Ну и тот уровень счастья. Как говорится, кто счастлив, тот и прав. Вот это такая мощная лакмусовая бумажка для тельцов. Поэтому начинается на нормальных классных аспектах гармоничных. Этот коридор затмений с новолуния во Льве – это солнечное затмение. И заканчивается 28 августа. Это у нас полнолуние в рыбах. Полнолуние в рыбах, Луна в соединении с северным кармическим узлом, широкое соединение, но при всем при этом Уран в квадратурах как раз-таки на всю эту историю Солнца, Луны. Здесь нужно понимать, дорогие тельцы, что
Если вот к концу августа было не сделано, вот не потрачен такой ресурс, потенциал, много чего сделано, то для тельцов первой декады вообще это будет такой, у кого-то это будут обнуления, будет казаться, да, вот тельцам первой декады кому-то до сих пор кажется, что вот я вот немножечко посижу, отсижусь, и как-то вот оно само урегулируется. Тогда в конце августа придет какое-то такое большое мощное обнуление, ну, ощущение такого пустого кошелька раз, что как-то оно получается не так, как хочется. Поэтому здесь, конечно, я за то, чтобы вы двигались вперед, и здесь тогда появится такая большая мотивационная точка движения дальше, будут открываться новые двери, новые возможности у тельцов. Первые декады ни в коем случае не нужно бояться, себе там какую-то панику в голову вселять, но двигаться, дорогие, перемалывать все эти трудности, которые есть, вы совсем справитесь, вы молодцы. Поэтому здесь ни в коем случае не нужно уходить в какие-то такие моменты переживаний. И да, для тельцов второй декады коридор затмений закончится. Это полнолуние не будет как так на вас сильно влиять. Но опять же, дефициты, которые вы не закрыли в июле и в августе, они дадут здесь о себе напомнят. То есть если у вас на конец августа остались какие-то долги, они о себе напомнят и очень сильно. Бюрократические дела, какая-то вот такая история, возня. Здесь будьте аккуратны. Решить вам все это поможет ваши действия, вы совсем можете справиться, и тогда всех победите. Тельцы третьей декады, для вас это полнолуние не будет очень сильно заметно. Здесь единственные вопросы финансовые, дефициты будут вас двигать вперед, реализовываться, будет так, знаете, царапать эго, как я это называю, вот где-то скрести будет, что что-то вот я вот не делаю, не доделываю, не достигаю того уровня, который хочу. Сижу, жду, волнуюсь, переживаю. Там же у нас еще финальные аккорды по третьей декаде Стрельца делает Лилит. И 14 сентября Лилит перейдет в знак Козерога, но делает сейчас тельцам третьей декады такой кармический аспектик, благодаря которому тельцы третьей декады могут всю весну и лето 2020, ну, по большей части лета, конец весны 26 года, сидеть и думать, могу ли я, не могу, достоин, недостоин, получится, не получится. А я вам говорю, получится, а я вам говорю, делайте, внедряйте. Да, шикарных, роскошных результатов сейчас не пообещаю, но это работа в долгу, это выстроит ваш фундамент, и когда Сатурн будет делать аспект к тельцам третьей декады, вы уже будете получать стабильный и заслуженный результат. Вы не будете там начинать сначала, вы уже будете получать все те плоды ранее вложенных своих действий, понимаете? А это и те самые финансы по работе, это те самые вопросы фундамента, та самая недвижимость, те самые амбициозные истории, к которым вы идете. И здесь, конечно, тельцы третьей декады, ваш такой мощный рассвет будет в 2027 году, собственно, это так изначально и говорила, оно так, собственно, и будет. Поэтому здесь, конечно же, нужно двигаться вперед сейчас для того, чтобы потом получать все те классные моменты, ради которых, собственно, мы трудимся, мы считаем, что мы достойны, и а почему бы и да. Идем далее, дорогие. У нас сентябрь, и в сентябре у нас в этом году все будет крутиться вокруг основных событий. 11 сентября у нас новолуние в Деве, 11 сентября у нас Венера переходит в знак Скорпиона, становится в квадратуру с Плутоном, и мы уже фактически будем чувствовать период ретроградной Венеры с сентября, понимаете, который наступит у нас с 3 октября. И это уже нужно понимать, что вопросики в отношениях, такие нехватка ресурсов в деньгах, они будут возникать уже в сентябре. Плюсом у нас 14 сентября Лилит переходит в знак Козерога, а когда Лилит переходит в Козерога, и она там будет, между прочим, до 11 июня 2027 года, это всегда вопросы нашего честолюбия, это всегда вопросы нашего профессионализма. Это когда желание злоупотребить своей властью и должностью будет сильнее нас, и мы будем действовать аморально. Поэтому здесь
знаете, из одного страха получится, не получится, да, в Стрельце, когда у нас там либо гордыня у нас отключается, либо наоборот топит на максимум, да. Мы уходим в Козерога, где у нас будут страх чего-то достичь, и мы будем уходить в дефицит, либо наоборот нас будет кидать в другую крайность, когда мы будем пользоваться своей властью для того, чтобы заработать еще максимально больше. Здесь просто единственное, понимаете, дорогие, что сейчас вот листаю, будут моменты у Лилит как раз-таки в аспекте с Сатурном, когда нужно не злоупотребить. То есть и это зима 2027 года, понимаете, о чем я говорю? Это декабрь тоже. Сейчас скажу, какое число декабря. Это в декабре однозначно тоже, потому что там будет такой прямо мощный аспект. Будьте максимально честолюбивы, честны в своих действиях на грани закона однозначно, для того, чтобы не получить как раз-таки те ненужные моменты обнуления в финансах, которые сейчас очень такие популярны во всем мире стали, да. Поэтому сентябрь у нас будет таким переходным моментом. Плюсом у нас 22-23 сентября астрономическая осень начинается. Все зависит от того, в какой части нашей планеты вы встретите осень астрономическую, потому что некоторые тельцы определенно переедут, там иммиграция у тельцов первой декады может случиться, ну, либо по другим показателям тельцы другой декады тоже, если у вас аспект есть других ваших планет к Нептуну, да, то есть это история. Либо если аспект с Юпитером, это тогда командировки. А аспект с Юпитером как раз-таки у тельцов и первой, и второй декады может случиться в это лето, потому что в конце сентября Юпитер переходит в третью декаду Льва и будет влиять на тельцов третьей декады. Это моменты командировок, переездок, таких достаточно краткосрочных. То есть вы можете уехать куда-то там на полгода, год. И это нормальная такая история, дорогие, понимайте, что командировка, такой небольшой переезд нужен для расширения кругозора, масштаба своей личности, для того, чтобы понять, что во всем мире сейчас происходит некий хаос, что меняется мир вообще полностью везде, и куда бы мы ни уехали, мы берем с собой себя. Такая это основная история. И было бы классно, если бы мы были в таком классном настроении, да. Поэтому у нас 22-23 сентября включается астрономическая осень, Солнце в оппозиции с Нептуном. Понимаете, о чем эта история, да? Здесь нужно таки Венера уже в квадратуре с Плутоном, когда мы понимаем, что нужно что-то резко, кардинально менять, но как-то подстраиваться под обстоятельства, которые нам не очень нравятся, взаимодействие с властью. Конец сентября у нас полнолуние, 26 сентября, который можно сказать, что полнолуние в Овне, но Луна в соединении с Нептуном. И эта история такая эмоционально агрессивная, когда мы будем со многим не согласны, у нас в этот момент начинает работать аспект Марс, точная оппозиция с Плутоном, это очень сильный, разрушающий, властный аспект, когда будут накаляться конфликты, которые сейчас у нас у всех на глазах, на устах, и в какой части планеты мы бы ни находили, куда ни посмотри, какая-то страна начинает какие-то определенные действия неприятные, и мы все думаем планировать, что же нам все-таки делать. И я хочу сказать, чтобы не попасть в эту историю взаимодействия с этим, а продолжать строить свою жизнь, нужно сейчас вернуться в июль и построить свой жирный план. Амбиции все-таки. Какую жизнь, дорогие тельцы, первой, второй и третьей декады вы хотите жить? Потому что этот сентябрь, он будет такой, знаете, на развилке. Что же все-таки делать далее? Потому что у нас потом, как раз-таки в конце сентября Юпитер переходит в третью декаду Льва, и тельцы третьей декады начинают максимально сопротивляться обстоятельствам, либо же Юпитер идет напряженный, и это история больших судов, больших решений, больших взаимодействий с законом. Хотите вы это или не хотите? И здесь, понимаете, дорогие, для тельцов вообще первой, второй, третьей декады какие-то судебные вот эти истории, они не не то, что они неблагоприятны, они напряженные. То есть выиграть какое-то судебное решение, дело, на это нужно потратить очень много сил будет. Но опять же, если вы чувствуете такой запал, там, выигрышное судебное разбирательство, нужно смотреть только индивидуально в
каждой карте, то есть открывать все методы прогноза, все просчитывать. То есть здесь так голословно. Могу лишь только сказать, что все, что находится во льве, это напряженная позиция для тельцов, когда вот такой момент гордыни может а, такую корону одеть, да, на голову, когда мы можем заблуждаться в своих действиях и натворить дел. Почему? Потому что в октябре у нас Юпитер в третьей декаде Льва сходится в соединении, это уже вот конец октября, в соединении с южным кармическим узлом, с Марсом, который еще директно это все во Льве, квадратура с ретроградным Меркурием, который в Скорпионе. Понимаете, о чем я говорю? И вот эта история будет держаться и октябрь, и ноябрь, и подключится еще в конце ноября здесь Марс в соединении с Юпитером, в соединении с южным кармическим узлом, еще и квадратуры Урана. Это такая достаточно сложная конфигурация, которая заставляет обнуляться, то есть завершать там свою какую-то прошлую жизнь, и начинается какая-то новая, но моменты на противоречиях. Опять же, в любовных отношениях наведите, пожалуйста, порядок, чтобы у вас был такой мощный тыл, потому что здесь вытянет только Венера на самом-то деле, да, то есть желание комфорта, радости, счастья, любви в своих отношениях, потому что здесь вот 27 ноября открыла Венера в весах, абсолютно гармоничные аспекты вот ко всем тем соединениям планет, которые я сказала, поэтому здесь поможет только свое собственное сознание, свое понимание жизни, куда же мы все-таки идем, для того, чтобы не натворить дел. И опять возвращение ко всем этим вопросам в конце декабря 2026 года, там Юпитер в соединении с южным кармическим узлом в квадратуре с Венерой в Скорпионе, которая не ретроградная, и здесь еще там же квадратура с Ураном. Поэтому, дорогие мои тельцы, первой, второй и третьей декады. Сентябрь будет таким переходным периодом в осень. И можно сказать, что мы уже после коридора затмений в августе будем чувствовать такие большие, мощные волнения в массах. К сожалению, этот период Юпитера во Льве, он не такой радостный и счастливый, как хотелось бы, чтобы он был. Потому что Юпитер, который идет в напряжении, это всегда большое массовое глобальное недовольство. Мы все думали, что у нас будет праздник, а напряженные аспекты Юпитера заставляют нас обнулять свою жизнь и начинать с чистого листа. Многие с этим абсолютно не согласны. Поэтому у нас есть июль и август для того, чтобы урегулировать свою жизнь, свои финансовые вопросы, подготовиться юридически и бюрократически ко всем возможным историям, которые могут случиться с нами осенью 2026 года. Осень у нас будет непростая, нарастание мирового конфликта у нас будет, поэтому каждый понимайте свои позиции и компетенции, участник ли вы в каких-либо событиях или нет, что вы будете делать, заниматься своим делом, своим бизнесом, тельцы первой декады обязательно заниматься, работать, не сдаваться, слезы не лить, не уходить в эмоциональную историю, строить себе глобальный план на жизнь, что я буду делать через год, 2, 5, 10 лет, как я вижу свою жизнь, вы должны четко и ясно понимать, что вы будете делать, откуда у вас будут финансы на вашу жизнь. То есть здесь без приземления Тельцовского вообще никак нельзя. Вот эти все истории, ой, да я как-нибудь там проживу, не работает эта история, дорогие. И перестанет эта история работать в 2026 году. Тельцы второй декады. У вас, дорогие, хочу сказать, что очень хороший и июль, и август, и даже сентябрь, история решения своих финансовых вопросиков. Да, эта история, конечно, еще вернется к тельцам первой декады, потому что Сатурн в конце 2026 года и зима, нет, потом он все-таки выходит. То есть декабрь 2026 года это все-таки для первой декады тельцов такая финансовая стабильность, хорошая история для приобретения для себя, то есть того самого фундамента в жизни, который вы хотите. Не пасовать, не бояться. Тельцы первой декады еще все-таки договариваю, потому что тут Сатурн вернулся в первую декаду Овна в соединении с Нептуном. И если здесь вот
прям так себя классно замотивировать получится очень хорошо. Я же все-таки запускаю вам максимальные силы, я в вас верю, и для вас эта история должна хорошо сложиться, гигантская на небе, потрясающая конфигурация для заработка денег для тельцов первой декады. И если ваша жизнь сейчас рушится, и вы терпите одни убытки, значит, где-то вы не понимаете. Мало крутитесь, не находите тех самых людей, с которыми вы можете зацепиться, что-то такое новое, интересное сделать. Давайте, дорогие, у вас должно получиться. Вся осень у вас еще на это. Поэтому здесь не отчаиваемся. Тельцы второй декады, фундамент стабильный в вашей работе, в вашей карьере, максимально договариваться, решать. И даже осенью не продолжать, не сдаваться, не уходить в какие-то там иллюзии, что у меня не получится, я не могу, я недостоин. Но здесь главное в декабре не уйти, декабрь, январь и февраль 2027 уже, не уйти, тельцы второй декады, в свое какое-то заблуждение. То есть здесь как раз Лилит будет очень сильно на вас влиять, поэтому не натворите там тех самых финансовых ошибок, которые все-таки можете натворить. Приходите к вашей стабильности, к урегулированию финансовых вопросов, потому что там все-таки и декабрь, и январь, и февраль, опять Юпитер в аспекте с Сатурном, все то, что и июль, и август я говорила, то есть это такой момент вашей стабильности, вашей работы, карьеры, показать себя как специалиста, решить финансовые вопросы, улучшить качество своей жизни. Но опять же, не тратить по пустякам, снимать корону, гордыню и максимально честно и трезво оценивать свои результаты. Тельцы третьей декады. Ох, вам сейчас много скажу. Если вы уже поняли гороскоп, то у вас осенью начинается такой большой, мощный вопрос, связанный с вашими деньгами, связанный с вашими амбициями. И если вы как раз-таки очень красиво положите фундамент своей жизни июль, август и сентябрь, до того, как Юпитер, даже октябрь, потому что в конце октября, уже вторая половина октября, Юпитер как раз-таки сходится в соединении с Марсом, который напряженный, с южным кармическим узлом. И это момент, когда нужно все-таки в конце сентября не уйти в какие-то разрушающие истории. Плюс все те минусы, которые есть в вашей жизни, пускайте всю агрессию в дело, в финансы, постройте фундамент. Советую все-таки не уходить в какие-то решения судебных вопросов, если вы их не просчитали. Только точный просчет. Не уходите в иллюзорную историю. Опять же, иначе ноябрь, декабрь это может быть история на Юпитере, и потом январь с ретроградным Марсом, когда мы бьемся за что-то непонятное, теряем в деньгах, теряем прибыль. То есть здесь могут быть разводы, расходы, с деловыми партнерами, с бизнес-партнерами, какие-то судебные урегулирования и потери здесь могут быть, если вы четко не просчитали свои возможности, свои позиции. Простите, она мне просто сбивает. Ну давай, прыгай сюда. Смотрит, аж прям не дает. И да, дорогие, июль, август и сентябрь, пусть для вас это не будет периодом, когда вы решите все-таки в своей жизни сидеть бездействовать. Это должен быть для вас такой благоприятный период для решения перехода к новой жизни, к новой стабильности, к новым моментам заработка денег. Но он будет не такой быстрый. Желательно здесь все делать, опять же, на грани закона, потому что здесь могут схлопнуться к концу 2026 года аспекты, которые приведут как раз-таки к выяснениям этих отношений. Но зачем это оно вам нужно? Будьте аккуратны, все просчитайте. Ну а если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Дорогие тельцы, я надеюсь, зарядила вас в том самом нужном русле для движения вперед. Надеюсь, ни в коем случае не напугала, паника никому сейчас не принесет пользы. Здесь просто нужно трезво и здраво оценивать свою жизнь, свои возможности, монетизировать свои таланты, качества и навыки, ни от чего не отмахиваться, ну и сделать так, чтобы сохранить вот этот баланс на грани белого и черного, закон и незакон. Не уходите ни в какие иллюзорные моменты, и тогда у вас все будет хорошо.
хорошо. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего лета и гармоничного вхождения в осень. Ну и будьте тельцами. Это лучшее, что вы можете для себя сделать. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.